Секрет этого шашлыка в маринаде. Посмотрите, какая золотистая корочка, а внутри мясо остается невероятно сочным и нежным. Сейчас я покажу, как я мариную куриные окорочка и жарю их на мангале. И обязательно приготовим к ним мой авторский фирменный соус. Перед тем, как готовить шашлык из окорочков, я окорочка обрабатываю. Дело в том, что на этих куриных ножках имеется тоненькая шкурка, которая, находясь уже на шампуре, она начнет обгорать на углях преждевременно, хотя мясо внутри еще не приготовится. Поэтому нам нужно от этой шкурки избавиться. Для этого мы окорочка зальем на пару минут горячей водой, а потом просто эту шкурку будем с них снимать. Вода в чайнике уже горячая, и мы заливаем наши окорочка до верха. При этом шкурка будет подвержена воздействию температуры и очень легко от них отойдет. Заливаем прям до верха, чтобы они постояли несколько минут, может быть минут 5. Наши окорочка постояли какое-то время в горячей воде. Я слил воду, остудил их немножко, и теперь приступаем к удалению шкурки. Вот так берем и легким движением шкурку с окорочков удаляем. Приступаем к разделке. Отделяем голень, отрубаем этот кусочек от голени. Я отрубаю его. И дальше разделяем на 2 или на 3 части, в зависимости от размера. Берем следующий окорочок, удаляем с него шкурку, удаляем попку, срубаем с голени нижнюю часть, отрезаем саму голень, после чего такой кусочек, наверное, на 3 части разделяем. Вот, отделяем одну часть и разделяем эту часть на 2. Вот такие, довольно-таки крупные кусочки. В нашем маринаде окорочка так промаринуются, что даже крупные кусочки будут полностью готовыми и очень сочными. Весь секрет маринада — это, конечно, наши любимые травы. Вот на этом окорочке у нас явно вот видно вот эта куриная железа, которую лучше удалить. Так ее отрезаем. Обрубаем нижнюю часть голени и отбираем шкурку. Вот хорошо она одним движением обдерлась. Это более взрослая курочка, поэтому очень хорошо взрослых таких не молодых, не сильно молодых курочек обдирается шкурка. Вот голень отрезали. Теперь вот у нас кусочек, он для 2 слишком крупный, поэтому на 3 кусочка разделяем его. Вот один, и этот на 2 части. Помимо окорочков у нас также сегодня будет шашлык из куриных крылышек и утиного филе. Здесь у нас около килограмма куриных крыльев и около килограмма утиного филе. Особенно как там готовить их не нужно. Единственное, что я делал, вот эти кончики тоненькие, маленькие, на куриных крылышках обрезаю, потому что потом тоже при приготовлении они немножко, так как тонкие, там совершенно мяса нету, они раньше всего обугливаются и неравномерно пропекаются, поэтому я просто их срезаю. Маринад для окорочков, куриных крылышек и утиного филе у меня одинаковый. То есть в одной емкости я эти 3 продукта буду мариновать. Куриные крылышки мы обработали, теперь приступаем к утиному филе. Эти кусочки, здесь шкурка, она жирком, поэтому она не так быстро сгорает, ее убирать не нужно.
Просто такими как бы порционными кусочками нарезаю. У утки очень интересное мясо, похоже на говядину. Утку резать лучше средними кусками. Не крупными, не мелкими, а средними. Шашлык в эмалированной емкости. Вот у нас сколько получилось, такое небольшое ведерко. Здесь сюда поместили мы все наши кусочки нашего птичьего мяса. Здесь у нас окорочка, крылышки и утиное филе. Теперь будем готовить маринад. Для приготовления маринада мы будем использовать зелень. Это у нас кинза, немножко базилика, несколько луковиц, соль, смесь перцев, также кориандр, это семена кинзы, и немножко томатной пасты. Томатная паста, она как бы подкрашивает окорочка, и они становятся такие более розовыми, не белыми, а такой красивый получается, когда поджаривается, красивый красно-золотистый цвет. Приступаем к нарезке зелени для маринада. Начнем с кинзы. Такой добрый, хороший пучок. Режем мелко, произвольно. Именно кинза отдает свой особый аромат мясу. Оно становится такой именно мясной, но при этом необычный, сочный и какой-то такой, короче, суперский вкус. Вот кинзу мы нарезали. Теперь ее отправляем к нашим кусочкам птички. Дальше немножко базилика. Я возьму половинку, а другую половинку я буду использовать для приготовления соуса. Тоже даст нам особый аромат. Вот эти вот масла, какие-то кислоты, которые содержатся в этих травах, они по-особенному благотворно воздействуют на мясо, придают ему особый аромат сочности. Ну, дальше лук. Лук нарезаем полукольцами. В луке содержится сахар, сахароза. Она тоже своеобразно воздействует на мясо. Ну, конечно, лук и мясо — это в любом приготовлении, при жарке, при приготовлении шашлыка — это лучшие друзья. Поэтому лук всегда идет к мясным шашлыкам. Вообще советуют для лучшего проникновения в мясо лук при помощи блендера превращать в луковый сок и заливать его в маринад. Ну у нас мясо очень быстро мягкое, нежное, оно просто маринуется, поэтому я делаю полукольца. Так, полукольца нарезали. Отправляем к мясу.
Теперь готовим молотый кориандр. Небольшую порцию отправляем в ступку и перемалываем. Именно свежемолотый кориандр отдает свой весь так особенный аромат. Если вы купите молотый кориандр, не свежий молотый, он уже там немножко не такой, который постоявшийся в пакетике. Вот так перемололи, прям вот такой запах, аромат от него исходит. Перемололи и отправляем к мясу. Маринад. Ну, также чуть-чуть я еще, если когда не бывает свежего базилика, я сухой базилик добавляю тоже. Такую небольшую маленькую ложечку тоже так для аромата. Как-то может быть сухой базилик по-своему действует, а свежий по-своему. Смесь перцев. Так, и соль. Сейчас возьмем ложку. Соли я сыплю на лук. Ну, так же, как все специи. И начинаем вот так лук с солью сжимать. От воздействия соли выделяется тот самый луковый сок, который потом будет проникать в мясо, размягчать и мариновать его. Вот так со специями, со всеми, с перцем, с кинзой, лук с солью жамкаем, чтобы хорошо сок выделился. Вот уже прям чувствуется, сок пошел, даже немножко он начинает стекать. И тщательно начинаем мясо перемешивать. Также я забыл, добавляем полную ложку, даже можно 1,5 ложки томатной пасты. Она придаст нашим кусочкам особенный такой немножко красноватый оттенок. И все тщательно перемешиваем. Нужно хорошо все промешать, прям до дна. Вот это вот смесь лукового сока, свежей кинзы, соли, сушеного и свежего базилика, томатной пасты. Она очень хорошо замаринует эти кусочки. Никакого уксуса не нужно. И даже если они немножко будут крупненькими, они очень хорошо промаринуются. И шашлык будет особенно вкусным. Такой хорошенько промешанный шашлык у нас получился. Теперь мы все это убираем в прохладное место. Буквально 3 часа, и вы сможете уже готовить ваш прекрасный ароматный шашлык из птицы. А пока наше мясо маринуется, приготовим красный соус к шашлыку. Приступаем к приготовлению соуса. Берем хороший пучок кинзы и мелко ее нарезаем. Мелко-мелко. Так даже можно еще потом отдельно пройтись топориком, ножом, чтобы более мелкие кусочки на кинзе сделать. Отправляем ее в емкость для соуса. Теперь берем небольшую кисточку базилика. Он тоже придаст свой аромат нашему соусу. И тоже мелко листочки нарезаем.
Но так уж и все передавливаем. Измельчаем и отправляем в емкость для соуса. Дальше пара зубчиков чеснока. Можно на чеснокодавке, но я люблю его порезать. Так тоже мелко-мелко-мелко проходимся несколько раз. Вот сейчас исходит аромат этих мелко порубленного чеснока. Тоже отправляем наш чеснок. Все. Зелень с чесноком мы нарезали. Теперь добавляем свежий молотый кориандр. В нашу ступку отправляем небольшую порцию семян кориандра. И начинаем их перемалывать. После того, как мы в ступке тщательно перемололи весь кориандр, отправляем его в емкость для нашего соуса. Дальше идет смесь перцев. Лишь так, немножко для аромата и запаха, потому что если перца много сделать, соус будет немножко горьковатым. Дальше добавляем немножко соли. Буквально чайную ложечку. И также для баланса вкусов где-то около столовой ложки сахара. После чего кладем в наш соус несколько больших ложек томатной пасты. Выбирайте томатную пасту качественную, чтобы когда вы пробовали ее, она была такой немного приятной на вкус. Главное, чтобы она не горчила, потому что томатные пасты бывают разных производителей. Вот так добавляем побольше томатной пасты. И заливаем в соус фильтрованную воду. Обычную фильтрованную воду. Тщательно перемешиваем. Он должен быть таким немножко как бы густоватым, не слишком жидким. Если он у вас жидкий, то можно еще добавить ложечку томатной пасты. Вот такой не совсем жидкий, не совсем густой, но чуть-чуть густоватый. Соус сразу употреблять не рекомендуется. Нужно время, чтобы все ингредиенты в данном соусе, а именно чеснок, свежепорезанная кинза, веточки базилика, соль, сахар, молотый кориандр, обменялись своими вкусами, отдали все свои ароматы данному соусу. Он должен немножко постоять. Ну хотя бы полчасика. И потом уже можно его употреблять. Как с любым шашлыком, так и в принципе с мясными блюдами, где уместно применение томатного соуса. Приступаем к надеванию наших кусочков на шампуры. Вот у нас это первые идут окорочка. Палочка с окорочков будет. И еще один кусочек, четвертый. Хотя они и крупные, выглядят крупными, но они все, уверяю вас, очень хорошо пропекутся. Дальше у нас сегодня еще есть утка. Вот такое темное мясо, похожее слегка на говядину с жирком. Кусочки среднего размера. Вот у нас палочка с утиным филе. И также еще есть сегодня крылышки. Это такое особо нежное у них мясо. Тоже вот так вот
продеваем, чтобы крылышко держалось как бы за две стороны. Они благодаря сахару, который находился в луке, покроются такой нежной корочкой и будут очень-очень вкусными. Вот такая у нас получилась палочка шашлычная, шампур. Угли раздуваем, чтобы они побыстрее разгорелись. Они должны полностью стать красными и сгореть, а потом уже стать полностью седыми, и уже после этого можно ставить будет шашлык на мангал. И никакой шашлык у нас не обходится без овощей. Овощи промытые в проточной воде на шампуры и размещаем над красными углями и запекаем их. Мы просто будем их употреблять в таком запеченном виде. Ну и следим, чтобы они равномерно пропекались, периодически покручивая. Почернел наш перец. Баклажан тоже начинает шкурка уже отходить. Переворачиваем. Равномерно овощи все пропекаем. Овощи немножко у нас потрескивают. Уже почти что пропеклись. Какое-то время овощи полностью обуглились. Баклажаны стали мягкими. Уже пора их снимать с мангала. Так, наши угли прогорели и стали седыми. Теперь можно ставить палочки с нашим мясом. Тут у нас идут все окорочка. Одна палочка крылышек и филе утки. Жар должен быть не слишком сильным, средним, потому что мясо птицы, оно очень нежное, но нужно периодически поворачивать, чтобы равномерно все пропекалось. Уже пошел легкий дымок. Мясо начинает прожариваться, можно уже перевернуть. Постепенно каждую палочку переворачиваем. Тут оно уже немножко потемнело, начинает прожариваться. Утка пускает легкий жирок. Крылышки тоже слегка потемнели. Можно слегка помахивать. Но при этом обязательно нужно периодически проверять мясо и переворачивать. Эти кусочки уже начинают покрываться золотистой корочкой. И также крылышки. У нас уже стало темно. Шашлык почти прожарился. Вот характерная золотистая корочка появилась на кусочках.
Много времени не нужно для его прожарки. Поворачивайте, поворачивайте, чтобы со всех сторон покрылся золотистой корочкой. И уже можно снимать с мангала после этого. В жарке получаются вот такие вот палочки. Вот видите, та самая золотистая корочка на этой палочке из крылышек куриных. И здесь же у нас вот окорочка. Тоже видите, они были без шкурки, которую мы предварительно удалили. Получилась такая золотистая, прожаристая. Хоть и сами кусочки сами по себе не маленькие, среднего размера, я вас уверяю, они прожарились и внутри по-особенному сочные и ароматные. Рекомендую вам попробовать этот маринад приготовить. Готовьте и наслаждайтесь вкусом.